If the regular length of a shot is increased, one becomes bored. But if you keep on making it longer, it piques your interest. And if you make it even longer, a new quality emerges, a special intensity of attention. These are the words of Andrei Tarkovsky. We can see an example of such a lengthy shot on the right side of the screen. From the film Nostalgia, Tarkovsky creates a 9-minute long shot, almost the entire length of this video. Andrei Tarkovsky is a Russian filmmaker, considered one of the greatest filmmakers of the 20th century. A true poet, a true artist. Все снимают кино, все считают, все умеют снимать кино, понимаешь? Все, кому не лень. Нетрудно научиться склеивать пленку, снимать фильм. Но самое главное, что я бы посоветовал тем, кто начинает работать в кино, это что, чтобы он научился не отделять свою работу, свой фильм, кино от жизни, которую он живет. То есть, чтобы он не делал разницы между фильмом, своей работой и собственными поступками. Вот что самое главное. Потому что режиссер это такой же художник, как живописец, поэт, музыкант. И поскольку от него требуется, так сказать, отдавать всего себя целиком, то довольно странно бывает наблюдать, режиссеров, которые, относятся к своей работе как к какому-то положению особому, которое их поставила судьба, и просто эксплуатируют свою профессию. То есть они живут одним способом, а картины снимают совершенно другом. То есть я хотел бы сказать режиссерам, прежде всего молодым, о том, что они должны отвечать морально, нравственно за те поступки, которые они совершают, делая фильм. Понимаешь? Это самое главное. Ну и во-вторых, то, чтобы они приготовили к себе к той мысли о том, что кино слишком тяжелое, серьезное. Искусство, оно требует жертву тебя. И ты должен принадлежать ему, а не оно принадлежать тебе. Кино использует тебя в жизни, а не наоборот. Поэтому я думаю, что вот это самое главное для... То есть нужно служить, нужно отдавать себя в жертву искусству. Потому что я в последнее время, когда об этом думал, в отношении своей профессии. He spoke and wrote extensively on the art of cinema. In his book Sculpting in Time, Tarkovsky goes to great lengths to explain all of his thoughts on cinema. Tarkovsky says the idea of infinity cannot be expressed in words or even described, but it can be apprehended through art, which makes infinity tangible. The absolute is only attainable through faith and in the creative act. Cinema is a spiritual act for Tarkovsky. Проблема жанров в кино немыслима, потому что для меня кино искусство способно вместить в себя все. И трагическое, и смешное, и печальное, и грустное, и веселое. И только тогда кино способно будет, так сказать, отражать жизнь. В другом случае, это лишь коммерческое кино, и я как-то не очень его люблю, понимаешь? Мне не слишком оно нравится. Во всяком случае, я не поклонник научной фантастики специально, и думаю, что когда я делаю свои картины, я прежде всего думаю о картине, лишенной какого-то либо жанра. Понимаешь? Here on the left, we have another lengthy take, this one nearly 6 minutes long, from his final film, Sacrifice. Tarkovsky believed that in sculpting time, in representing reality, every moment in time demands a specific length. One cannot cut a shot by a single frame, cannot make it shorter.
longer than it needs to exist. It must exist at its proper length. Ничего. Успокойся. То есть, короче говоря, искусство служит для того, чтобы помочь людям духовно измениться, вырасти. Не знаю, была такая точка зрения, что искусство таким же образом познавательно, как и вся остальная человеческая интеллектуальная и духовная деятельность на планете. И я вообще не слишком верю в возможность познания. Я почти агностик. Знание нас все более и более отвлекает от главной цели, от главной мысли по поводу нашего знания о мире. То есть чем больше мы знаем, тем меньше мы знаем о нем, потому что мы углубляемся и тем самым лишаемся возможности глядеть широко на то, что мы называем жизнью и миром. Because Tarkovsky had so much to say about his art form, we could assume he felt it wouldn't speak for itself. He had strong issues with what he's called commercial films, genre films, films that were not true art to him. Ну, принято считать, что для того, чтобы картина была хорошей, она должна хорошо продаваться. Если мы думаем о том, что кино – это искусство, то этот вопрос начинает казаться абсурдным. Поскольку, если бы мы сказали, искусство хорошо только тогда, когда оно продается. Мне казалось, что единственный путь к зрителю – это остаться самим собой, быть самим собой, говорить собственным языком. И только тогда ты будешь понятен зрителю. Нужно бороться с коммерческим кино. Надо сопротивляться ему. Это делают кинематографисты, которых мы называем авторами. Они не делают попытки, так сказать, понравиться зрителю. Зритель и так их примет рано или поздно. Кстати, все попытки понравиться со стороны этих людей, которых мы называли авторами, оканчивались неудачами. Поэты, авторы не умеют нравиться. Tarkovsky disagrees with analyzing film by a single frame. He writes, "Cinema is an art which operates with reality. The critical methods of one art cannot be applied mechanically and indiscriminately to another. Take a particle of music. It is dispassionate, free of ideology. So too, one's cinema frame is always a particle of reality, bearing no idea. Only the film as a whole could be said to carry, in a definite sense, an ideological version of reality." Tarkovsky wrote, "The great function of art is communication, since mutual understanding is a force to unite people, and the spirit of communion is one of the most important aspects of artistic creativity. Art is a meta-language, with the help of which people try to communicate with one another, to impart information about themselves and assimilate the experience of others. This has to do not with practical advantage, but with realizing the idea of love, the meaning of which is in the sacrifice. I simply cannot believe that any artist can ever work only for the sake of self-expression. Self-expression is meaningless unless it meets with a response. For the sake of creating a spiritual bond with others, it can only be an agonizing process, one that involves no practical gain. Ultimately, it is an act of sacrifice. It cannot be worth the effort merely for the sake of hearing one's own echo." For Tarkovsky, creation is an act of service. He writes, "Ultimately, artists work at their profession not for the sake of telling someone about something, but as an assertion of their will to serve people. And so it's always the audience who win, who gain something, while the artist loses and has to pay out." Tarkovsky's writing helps us to better understand the deep meanings in his work. Tarkovsky's writing allows him to theorize, to express his intent, to make a final statement about what it means to be an artist. Поскольку мир, так сказать, не устроен, мир неблагополучен, и именно поэтому существует, так сказать, искусство. Очевидно, если бы мир был прекрасен и гармоничен, никакого бы искусства бы не нужно было. Человек бы не искал гармонии в побочных, так сказать, своих занятиях. Он бы жил гармонично.